Друзья мои, всем огромный привет! У нас очень жарко. Конечно, в прошлом году было жарче, но эти 32 градуса мне тоже не нравятся. И я с утра ношусь здесь, ну уже не утро, уже я вам скажу, скоро 2 часа, но я с утра ношусь и обрызгиваю корни. Кстати, очень вкусно пахнет, это серебряная добавка для корней орхидей. Я вот так брызгаю те корни, которые нахожу вне горшка. Таких прилично. Вот к вопросу, когда пересаживать нужно орхидею. Уже пора. Уже пора, но она постоянно цветет. Это ее летнее цветение. Зимнее было вообще вау. И, в общем, я вот так вот тут хожу и смотрю, и брызгаю. И даже на листья попадаю. Не знаю, можно, нельзя. Попадаю на листья. Но не только этим брызгаю. Это сугубо для корней. И такой вкусный аромат стоит. Какого-то цитруса. Так, и я здесь смотрю, принесла сюда гигрометр. Здесь у меня работает кондиционер над орхидеями. Показывает 34% влажности и 26 градусов. Но я его только принесла. Я думаю, если он подольше постоит, то влажность, показатели влажности снизятся. Вот моя на сегодняшний день любимая бутылочка, при помощи которой я делаю вот так. Девчонки. Короче, я их немножечко вот так увлажняю. Слегка. Пару дней прошло после того, как мы с вами вот эти 4 орхидеи. Ой, это Хоя Белла здесь у меня висит. Собирается, девочки, цвести. Вот она. Короче говоря, прошло немного дней с того времени, как я 4 орхидеи, которые мне отдали без корней. В общем, девочки, смотрите. Это Surfsong. Мне кажется, что с него ничего не будет. В общем, гляньте. Он пожелтел, девчонки. Он желтеет и желтеет весь. И я уже думаю, что это уже не жилец. И я вижу, здесь снят один листик. Один листик снят еще не мною, а до меня. Так, здесь вот эта красота, которая лава. Ну, это получше. Она вообще на тяжах на одних. Кто не видел это видео, посмотрите. Там, где мне 4 орхидеи знакомая принесла. Так, вот 3-я, более или менее. Вот видите, они все с тяжами. Веломена у них нет, от слова совсем. Так, и где-то еще одна была. А где она, девочки? А, вот она. Вот она, вот она. По-моему, у этой только были корни. Но смотрите, она тоже желтит лист. С какой целью? С целью, как мне спрашивали в комментариях, что вы думаете по поводу пожелтения листьев? Ну, либо она будет жить и забирает питание, либо у нее там что-то на шее, хотя я просматривала, на шее ничего не было. Но у этой корни есть. Худо-бедно, но там какое-то количество корней есть. Ну, сказать, что я прям расстроилась. Хотелось бы, чтобы они все 4 выжили. Ну, вот тут такое дело, девочки. Но Surfsong вообще очень такой вредина. А в таком состоянии, ну ладно, наблюдаем дальше. То я говорила, что буду вам показывать, как себя чувствуют эти 4 орхидеи в плагроне после того, как мы их достали из мха. Да, девочки, серф вообще. Это гербарий. Это надо уже... Ну ладно, постоит пару дней, и скорее всего, что я его выброшу. Сейчас покажу вам, что меня сегодня удивило. Я вам показывала, что при поливе верхнего вот этого стеллажа, вот этой полки на стеллаже, я вам показывала, что у меня начинает дуть бутоны, и скоро откроет орхидея под названием Измаэли. Сейчас покажу вам поближе. Ну неужели это летнее цветение Измаэли? Я в шоке. Все-таки
высокие показатели температурные, они влияют на расцветку. Чем прохладнее, тем ярче пигмент, а чем жарче, пигмент куда-то уходит, и мы получаем такое, знаете, полотно. Сейчас покажу. Так, друзья, вот сегодня я ждала, вчера целый день, но только сегодня открылся первый бутон Измаэли. Как вы думаете, разве это Измаэли? Если бы, ну я-то знаю, что это Измаэли, и на горшке там пробито, что это Измаэли. Вот она у меня стоит в кашпо. И покупала я ее красивым таким цветущим фаленопсисом с разводами, с таким, ну, аппетитным. И после всего, здравствуй, летнее цветение. Если бы я в торговом центре, там, в садовом центре увидела ее вот так, я бы в жизни не подумала, что это Измаэли. Представляете? Вот так вот и бывает. Так, эти все цветут. Розочки мои цветут, красавицы. Очень они мне нравятся. Такие прям вау-вау. Так, о, Патрик все ждет, когда же Аня его пересадит. Все, скоро Аня купила вазочку, наконец-то, для этого симпатичного молодого человека. Ну, посмотрим. Все, вот осталось 2 бутона. В общем, все будет окей. Это будет отдельное видео по пересадке Патрика. Так, девчонки, ну вот это моя детка. Вот ее дети. Ну, вроде пока по сравнению вот с этими красавцами, конечно, чувствует себя пока тьфу-тьфу нормально. Но пока, конечно, я не вижу корней роста. Ну, посмотрим. Посмотрим. Надеюсь, она приспособится. Что я хочу сегодня сделать? Показать вам этого красавца еще раз, Санта-Клауса. Показать вам несостоявшееся цветение в мутации бабочка вот этого красавца. Так, ну и желтенького захватим. Да, красавчик. Бананарама. И посмотрим, кто тут у нас наприлипал на наши липучки. Я думаю, что это все-таки вот эти почвенные комарики. Надо под микроскопом разглядывать. Кое-где. Я еще, кстати, девочки, еще штук 30 заказала вот этих вот приспособлений. Видите, как на них липнет всякая вот эта, нам, которая не нравится, муховня. Мушки. Вот здесь, смотрите, сколько их налипло. Вот. Ну, мне кажется, что это почвенные комарики. Да? Попали в ловушку. Так, ну, кстати, классная штучка. Поставила, она не мешает мне ни поливать, ничего. Не висят вот эти, знаете, длинные липучки. У меня раптор есть такая длинная. Она висит, ты за нее цепляешься. А здесь так раз поставил горшочек, и хорошо. Ну, в каждый горшок не надо, ну, слишком будет много. Ну, хотя бы 3-4 таких вот липких локаций должны быть на полочке в этот сезон. Так, хочу пересадить все же наконец-то вот эту красоту. Я до нее дошла. У меня там уже все ругают. Говорят, давай уже пересаживай. Так, сейчас пойдем пересадим. Я вот думаю взять горшочек не вот этот для нее, а хочу для него закрытую систему с крупными кусками коры и живой мох. Все как мы любим. Что у меня тут за горшки, девочки? Тут, кстати, кашпо куда-то делось от горшка. Я извиняюсь за технические эти вот. Ну, вот такой есть горшок у меня. Кашпо с фитилем. Но я такой не хочу. Не, что я полезла? Не хочу я такой. Я хочу другой. Я для него хочу другой. В общем, девочки, сейчас пойдем пересадим, да? Пойдем там на лоджию и там поковыряемся, попересаживаем. Я прям с цветоносами, уже цветение давнишнее, я аккуратненько. В общем, вот прям захотелось. Думала выйти на улицу, но такая жарища. Буду ждать вечера, а так как сейчас обед, самый пик температурный, и УФ индекс сейчас очень большой.
то я лучше воздержусь, никуда не пойду. Видите, там как корни растут. Уже пора. Сейчас мы его просто разрежем, этого красавца. Ну, не его, а этот стаканчик. И сделаем его красиво, чтобы ему было влажненько. Он любит попить. Ну, как попить любит? Но я думаю, что мы сделаем ему хорошо. Как раз этот корешок заправим. Все, меньше слов, больше дела. Меньше слов, больше дела. Такая красота. Вот так лучше, да? Все-таки вот так лучше, красивше, контрастнее. Так контрастнее, красивее, правда? А ну вот так. А ну вот так. В общем, когда пересаживать орхидеи? Вот эту пора. И, конечно же, эту. Давно пора. Давно пора. Давно пора. Я сижу на полу, потому что очень жарко. Все кондиционеры, которые есть в моей квартире, все включила. Потому что я не знаю, я прям... Не знаю, как бедные орхидеи, но я тяжело переношу жару. Я, короче говоря, буду высаживать вот в такой горшочек. Это горшочек, это является кашпо. В принципе, сюда нужно вставлять горшок с орхидеей. Нету тут у меня, ну вы все знаете, сюда помещается 12-й горшок. Но я высаживаю очень часто в такие кашпо закрытые системы. Так что мы сейчас с вами переключим камеру и начнем разбирать этот горшочек. Сколько времени прошло после покупки этой орхидеи? Девочки, эта орхидея пришла уже в морозы, поэтому у нее отеки. И я могу предположить, что это был конец октября, либо начало ноября прошлого года. И вот с тех самых пор она у меня цветет. Ну, она чуть позже зацвела. Она пришла без цветоносов. По-моему, это мои цветоносы, да? Просто они были заложены у садовника. У меня они уже наросли. И она активно очень растила корни. Почему я сразу не пересаживаю орхидеи из покупного субстрата? Я не имею какого-то особого четкого мнения на этот счет. Но если я вижу, что есть пространство для роста корней, если я поливаю и мне как бы все подходит, и орхидея развивается, и мне подходит, как она в этом субстрате конкретно вот здесь в мхе растет и развивается. Единственный минус вот этих стаканчиков и мха, то что когда пересыхает орхидея, они падают. Эта орхидея у меня несколько раз падала со стеллажа. Это единственный минус, который я заметила, вот если оставлять орхидеи в этих стаканчиках. Он уже весь деформированный. Давайте мы сейчас прям ее и достанем отсюда. Я просто его разрежу. Я не буду его там извлекать фаленопсис прям, знаете, как нажать сюда и вытолкнуть. Это можно сделать. Но я думаю, что как бы мне незачем оставлять этот стаканчик, поэтому я просто по шву разрезала, ну не по шву, а просто разрезала его вдоль, достала эту красоту. Вот ее паспорт, здесь уже прирос, а не прирос. Фаленопсис Charming Panda. Мы его сохраним, он нам понадобится. И вот такая вот картина перед нами развернулась. И вот эта картина не всегда мне нравится. Почему? Потому что надо избавить от мха эту красоту, а здесь сплошные корни. Поэтому придется потрудиться, пощипать.
Я уже насорила здесь, девчонки. В общем, все, разворачиваемся, будем над специальным местом это делать. У меня здесь все приготовлено. Вот то самое специальное место, на котором уже виднеется небольшое количество живого мха, который у меня еще есть в наличии для пересадки. Многие, я видела такие варианты, и я делала, оставляют мох, вот этот, в котором растет орхидея, прибывшая из Азии, а там, в принципе, только так и высаживают орхидеи. Ой, и потом просто обкладывают корой. У меня есть такая одна посадка с хоткисом, и я всегда боюсь его поливать, дабы не нанести вред. Я не могу понять, сколько надо воды. В общем, не очень мне нравится такой вариант. Но у меня пару таких ленивых пересадок было, и я, в принципе, пробовала так, но ничего хорошего из этого не вышло. Некоторые орхидеи даже были залиты из-за этого мною. Так, ребят, может темно? Как-то вот я смотрю, у нас солнце еще не пришло. Может свет включить? Вот так. Я включила свет, чтобы было виднее. В общем, теперь задача минимум избавить этот ком корней от старого мха. Распутать корни нет такой задачи. Но потихонечку забрать этот засоленный уже мох. Потому что орхидея у меня уже большое количество дней. И она росла у садовника. И это уже, так как это 2,5, то там внутри еще 1,7 стаканчик с мхом. А вы все знаете, как они пересаживают. И, кстати, вы заметили, я пересаживаю цветущую орхидею. Потому что мне уже стыдно перед орхидеей, перед этой. Я уже не знаю, какой раз подряд подхожу к ней и говорю: да, я тебя пересажу, вот да, ты следующая. И она, получается, все никак до нее не доходит руки. Я подхожу, смотрю на ее красивое цветение, думаю, ну ладно, ну посиди еще в цвету подольше, побудь. В общем, вот так вот. Что мы здесь найдем, кроме каких-то засоленных кусочков мха? Я думаю, мы найдем парочку пропавших корней, возможно, там в середине. Так часто бывает. Ну, посмотрите, какая эстетика, да? Посмотрите, какая красота. Прям даже жалко это все нарушать. Ну, я думаю, ей понравится. Вот тут, видите, вверх, там, где было мало влаги, корни, конечно, посохли. Здесь прям уже от того, что попадал свет, все позеленело. Корни друг с другом прям, ребята, срослись. Обалдеть. Но они уже сделали круг, понимаете, и идут уже на второй. Уже пора и совесть иметь. Надо пересадить. Многие девочки мне пишут: а мы ничего не ждем. Мы получили орхидеи, сразу их распотрошили, пересадили. Видите, я даю какие большие интервалы времени. Я даю им адаптироваться. Я не говорю, что вы делаете неправильно. Я не говорю, что я делаю правильно. Я просто так делаю. И все. Просто я не боюсь поливать в этом субстрате. Если вы боитесь, поливайте нижним поливом. Поливайте там 1,7, маленькую там. Дайте чайную ложку, потом дайте 2 чайных ложки, потом дайте столовую ложку воды. Ну, приспособьтесь. Вы со временем увидите, сколько на каждый горшочек нужно водички, чтобы она была не совсем замокшая орхидея, чтобы она была слегка влажный мох был, и чтобы были
слегка позеленевший веломен. Так, я тут ничего не нарушила. Что-то я тут уже щипнула. Очень важно, чтобы было, девчонки, хорошее освещение. Если даже вы залили орхидею, ну хороший свет на нее попадает, ну не прямые солнечные лучи, а просто хороший свет, то орхидея справится с тем излишком воды, который вы нечаянно ей предложили. Все пойдет в дело на построение новых клеток растения. Вода, тепло, солнечный свет равно хороший фотосинтез, новые клетки. Растение будет что-то растить. Ой, смотрите, какой мох вот он по сравнению с этим, да, вот такой вот. Ну, не совсем такой прям черный, но уже видно, что он давнишний. Так, потихонечку, потихонечку мы его уберем. И все. У каждого свой подход. Орхидеям главное наладить полив, питание, освещение. Даже не так питание, как освещение, полив. Но я не могу сказать, что питание орхидеям не важно. Оно важно. А где она возьмет микроэлементы? Если рассматривать, часто путают природные, ну как бы путают содержание домашней орхидеи с теми орхидеями, которые в природе там где-то болтыхаются, мотыляются на деревьях. Ну так извините, они же находят своими корнями на коре дерева питание в виде каких-то отмерших частей коры, там всякие насекомые, жизнедеятельности, продукты их. Так что вы не думайте, что они в природе висят на дереве и ничего от этого как бы не имеют. Очень даже они неплохо устроились. Они не вредят дереву, они не паразиты, они просто крепятся. Они как для них растение другое, как основа, они крепятся на нем. И просто то, что на коре остается в расщелинах, если где-то это на скальных породах, литофиты есть орхидеи, да, не все это употребляют на свое благо, на развитие. Смотрите, ля-ля-ля, и вот уже виднеется результат. Так, девчонки, ну здесь прям вообще сплошняком. О, орхидейный релакс. Я еще думала, чем мне сегодня заняться. У меня были планы, куда пойти, но я их сдвинула на более позднее вечернее время, потому что очень-очень жарко. Напишите, какая у вас прохладно ли у вас. Но я думаю, что на момент публикации этого видео что-то поменяется у нас. Возможно, уже когда вы будете смотреть это видео, у нас, может быть, уже будет не так жарко. Но сегодня вот пересаживаю эту орхидею. Ее пересадка прям совпала с высокими температурными показателями в нашем регионе. Так. Немножко прервусь, покажу вам через пару минут, какой будет результат. Оцените, сколько я проделала работы, но это еще не все. Я не считаю, что нужно полностью счищать весь мох. Если что-то останется, это хорошо. Так, вот тут корень какой-то, он прям так запутался. Смотрите, как здорово. Внутри, кстати, особо нет ничего страшного. Корни сохранились даже внутри этого мохового кома. Только вот здесь я немножко сняла веломен. Видите, остался тяжек. Так, я хочу еще здесь подлезть. Вот, здесь еще мох.
он под самым основанием орхидеи. Я его вот так уберу. Ну, там вижу вот самое детское вот это место у орхидеи. Оно, конечно, темное. Видите там? Ну, в принципе, очень даже неплохо. Я и не так уж и долго я ее освобождала. Ну, вот вижу здесь еще чуть-чуть есть мха. Пару веточек. Так, чтобы уже наверняка знать, что с ней ничего плохого не случится, и что я большую часть мха убрала. Все. Вот, что-то упадет вниз. О, все-таки я сломала краешек растущего корня, но не без этого. Надо здесь аккуратно себя вести. Вот так. Слушайте, я забыла средство взять, которое нужно использовать для лучшей адаптации. Сейчас я его, ребята, принесу. Для того, чтобы его пробрызгать по корням. Ну, я думаю, этого будет достаточно. Да? Нормально. Все, я бегу за средством, которое специально купила для адаптации орхидей при пересадке. Вот этот листик, кстати, видите, вот этот самый маленький, детский, я его сниму. Он неплохой, но он уже начал отмирать. Я его сняла. Этот я думаю оставлю. Вот этот. Я про этот говорю, я его оставлю. Хотя он тут как-то под цветонос над ним. Но я думаю, там все будет нормально. Так, все. Многие моют, я не мою. Все должно быть натурально. Зачем нам здесь вода наша с хлоркой? Да, мы еще успеем ее напиться. Так, пошла за средством. Слушайте, я так пока еще не ухожу. Я, в общем, смотрю, что вот это снятое с орхидеи количество мха, оно прям уже в этот стаканчик, ну, его нереально поместить. Ну вот, смотрите, как много мха было. А еще что тут были и корни. Смотрите, как я его распушила, да? Обалдеть. Как он был, я имею в виду, хочу сказать, что как он был сбит сильно. Так, я принесла свою добавочку. Надо сболтнуть, девчонки. Ой. Она содержит, эта добавка, это корнеобразователь, микоризу. Надо по корням пройтись, чтобы ничего не приснилось. Так, вот так, вот так, вот так. Посадим и будем обкладывать кусочками галтованной коры. Так, так. И не забудем про фитили. Кусочки такие достаточно крупные, для того, чтобы орхидея имела возможность дышать. Корневая, не орхидея, а корневая система орхидеи должна в посадочке дышать. Параллельно с этим мы будем делать шапочками вверх, стараться, по крайней мере, шапочками вверх укладывать живой мох. С нескольких сторон. Мне нравится, что потом эти шапочки прорастали в посадке. Мох зеленел. И это было бы очень красиво. Так, я включила кондиционеры, как я вам уже сказала. И я чувствую, что я начинаю терять голос.
Вот, смотрите, еще есть зеленые шапочки. Это мох с прошлого года. Ой, ой, ой. Я думаю, что вот этих двух фитилей с двух сторон будет достаточно. Они будут касаться вот дна, куда я буду наливать водичку. Вот так. И поднимать эту водичку наверх. Да. Ну, может, еще с этой стороны немножко положить. Вот тут есть прям зеленые шапочки. Вот еще с этой стороны. Короче говоря, практически получилась посадка в мох. Ну и будем просовывать коринки в пустые места. Там, где еще есть, так сказать, свободное место. И, в принципе, я считаю, что посадка будет замечательная, дышащая. И орхидея быстро адаптируется уже к новым условиям. Условия-то ей знакомы. У нас здесь уже долгое время. О, кстати, перекись водорода, который я использую при обрезании каких-то плохих корней, я даже в этот раз не использовала. Даже не заметила, что в принципе плохих корней и не было. Так, вижу там пустые места кое-где. Как поливать в этой посадке? Я просто наливаю воду сюда доливом где-то на пару сантиметров. Не замачиваю. Кора у меня была замочена в фитоспорине. Простояла несколько часов, хотя девочки говорят, что надо оставлять прям на несколько суток. Но у меня часа 4-5 вот так вот, не несколько, а 4-5 часов она простояла в общей сложности. Думаю, что в принципе лучше, конечно, эти коринки замачивать действительно на пару дней, потом высушивать. Так, ну вот как-то так. Как-то так. Красивее будет тогда, когда пойдут корни расти. Вот видите, вот этот корень прям должен вот так углубиться, почувствовать мох и углубиться туда. Учитывая то, что эта орхидея совсем не против попить, то ей этот вариант посадки, мне кажется, очень подойдет. О, это сильно крупный кусок. Здесь он уже совсем ни к чему. Ну вот поменьше. Вот так. Вот так. Начнут расти корни. Она закрепится. Она и сейчас, в принципе, не болтается. Хорошо сидит. Так что я думаю, мы в скором времени увидим с вами рост корней у стенок горшка. Потому что корни стремятся к свету. Что бы там кто ни говорил, все равно орхидея, вы даже когда пересаживаете орхидею, да, из покупного горшочка от садовника, вы когда вы вынимаете, вы видите, что внутри грунт, а все корни сосредоточены у стенок горшка. Вот и все. А внутри очень мало корней, только они все по периметру. То есть растение, даже спорить не надо, сама всем своим видом показывает, что ей нравится свет, потому что она эпифит. Все, друзья мои, наконец-то мы ее пересадили. Фух, спасибо, что вы были со мной. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Я очень рада, что теперь у нас новый дом. И я надеюсь, что она адаптируется, сейчас доцветет, возьмется за рост новых листьев, корней. И мы с вами в следующем сезоне, я очень надеюсь, увидим ее пышное цветение, так, как это умеет этот сорт фаленопсиса. Все, всем пока-пока, всем обнимашки, до встречи в комментариях.
Не жалейте для нее лайков, она этого заслуживает. Она просто суперская, суперская. Не знаю, что я ее так люблю. Не огромный цветок, очень аккуратный. Сочетание темного и светлого, так оно вот прям очень-очень красивая орхидея. Лепесток достаточно плотный, не восковой, но плотный. Но она просто восхитительна. Всем пока-пока. Ой, ребят, чуть не выбросила ее паспорт. Она уже начала убираться и чуть не выбросила. Это очень-очень важно. Оставляем здесь. Все как надо. Девочки, ну, Сурфсонг все, развалился. Очень быстро. Надеюсь, что те 3, которые остались, что-то из них будет. Тут вроде как корень живой, да? Но здесь уже все. Вот оно изнутри все гниет. Так что не выжил серф. Да, тут уже что? Тут ничего. Корень живет сам по себе. Все. Сурфсонга нет, к сожалению.